Основной момент в том, что подростки даже не задумываются о последствиях их питания. Дети получают целый букет каких-то болячек. Что-то есть можно, что-то нельзя. И до него достучаться таким способом просто нереально. Сесть вместе с ним, взять белый лист и схематически на простом языке объяснить, что ребенок, подросток осознал все это как можно раньше. Добрый день, мои дорогие зрители! Тема сегодняшнего видео – как убедить вашего ребенка-подростка правильно питаться. У меня есть ребенок-подросток, и я не понаслышке знаю, насколько это сложно, как сложно его в чем-то убедить против его собственной воли. Основной момент в том, что подростки даже не задумываются о последствиях их питания. Сегодня часто мамы обращаются уже с момента, когда какая-то проблема усугубилась, и что уже нет выхода определенного, и что она уже быстро не решится, эта проблема, и нужно обращаться за помощью. Уже в своем подростковом возрасте дети получают целый букет каких-то болячек. И когда мы начинаем разбирать привычки и рацион, оказывается, что уже долгое время ребенок живет по определенному какому-то пищевому сценарию, накопил свои привычки. Это все стало нормой, и самое важное, чтобы сейчас начать что-то менять. Люди очень часто не связывают вообще свои серьезные проблемы, диагнозы диабета, астмы, аллергии, заболевания многих систем и органов с питанием в принципе. И когда человек находится в критической какой-то ситуации, то есть уже что-то болит сильно, появляется мотивация что-то изменить. И тут очень много зависит от самой мотивации. Особенно мотивирует, конечно, острая боль, когда ощущается просто дискомфорт большой, да? То есть, но мотивации будет недостаточно, если что-то немножко болит. И если человек идет к врачу с определенным симптомом, ему выписывают лекарства, которые на какой-то определенный период времени снимут его острую симптоматику. Он при этом не понимает, что проблема сама по себе никуда не делась. Можно при боли выпить какой-то, например, энергетик, при усталости там выпить кофе. Будет короткий прилив сил, но утомление само никуда не денется. Вы просто даете какой-то короткий стимул. Например, высокое давление можно снизить лекарствами. А от боли или воспаления существует огромное количество различных средств и лекарств. И они предназначены именно для воспаления. Потому что огромное количество людей на Земле имеют воспаление. Кстати, против воспаления огромное количество медикаментов. При диабете можно жить, если вы под контролем лекарств. Отличной мотивацией является лишний вес. И когда внешние изменения уже вступают в силу, внешность ваша испорчена, уже приходит желание что-то менять. И отлично, что если при этих всех поисках приходит что-то к вам полезное, что укрепляет здоровье, что даст долгосрочный результат. И поэтому главная задача, чтобы ребенок, подросток осознал все это как можно раньше. И основная проблема, что многие люди, особенно подростки, вообще не связывают проблемы со здоровьем и со своим питанием. И на этом этапе им вообще об этом думать не хочется. После школы мы с вами, например, поступаем в институт, и многие говорят себе: вот сейчас закончу обучение, займусь своим здоровым питанием, но после выпуска так и ничего не происходит. И чтобы в сознании подростка что-то переключилось, нужно объяснить, какие проблемы начнутся в будущем, если продолжит питаться так, как сегодня питается ваш подросток. И он должен себе представить это, осознать, он должен это понять, пропустить через себя. И самая большая ошибка, когда мы, взрослые, навязываем свое мнение. Что-то есть можно, что-то нельзя. И до него достучаться таким способом просто нереально. И это нужно делать, когда, например, он наелся, он в спокойном состоянии, сесть вместе с ним, взять белый лист и схематически на простом языке объяснить, к чему приведет ежедневное употребление какой-то той или иной еды. Возьмем, например, жир на животе. Это говорит, что сама печень уже переполнена жиром, вот так ему объяснить. Уже нет места, он уже выпирает наружу, скапливается вокруг органов, и это называется висцеральный жир. Он начинает скапливаться и постепенно вокруг других органов, постепенно наполняя их изнутри, мешает выполнять им свою функцию, и начинаются закупориваться артерии. И дальше это проблемы с сердцем. Со временем в жирной печени изменяется ее структура и появляется цирроз. И это повреждение приведет к высокому кровяному давлению, и артерии станут жесткими. И в итоге в самом животе начнется асцит. Это когда живот наполняется жидкостью и становится круглым, похожим на мяч. Это очень опасно. Человек идет к врачу, эта жидкость откачивается. Через 3-4 недели все возвращается, потому что печень уже очень сильно повреждена, и отмотать назад пленку уже крайне сложно. И возникает много проблем: высокое давление, диабет. Дальше можно привести еще один пример. Если питаться неправильно, в артериях появляется воспаление.
То есть можно сравнить наши артерии с системой водопровода. Стенки артерий воспаляются, если в них попадают вещества из вредных продуктов. И когда появляется воспаление, организм пытается его перекрыть и защитить. Это место в артериях, там начинают образовываться такие бляшки. Они становятся со временем больше. Но вначале человек вообще ничего не чувствует до того момента, когда сосуд полностью не перекрывается и не возникает сердечный приступ или, не дай бог, инсульт. И при инсульте парализуется половина тела. Есть очень тяжелые заболевания мозга и та же болезнь Альцгеймера. При этом человек теряет память. Он не знает, где он находится, он не узнает своих близких, он не помнит друзей и имен. Эта болезнь не появляется внезапно. Она развивается десятилетиями, примерно 20-30 лет. Предвестники этого – некая такая затуманенность сознания, которая усиливается со временем, и мозг ссыхается. И пожилой человек превращается в ребенка, за которым нужен постоянный уход. И только после таких рассказов, таких ярких картинках человек, ребенок должен захотеть, чтобы ему помогли. То есть они сами должны задать вам вопрос, а что же делать, что же есть, чтобы эти картинки вообще не нашли реализацию в их жизни. На этом у меня все. Я желаю вам крепкого здоровья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайчик, если вам зашло это видео. Всего доброго!